Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Сегодня я нахожусь на водоеме не с целью наловить много рыбы, хотя мой кот рекомендовал сделать именно так, а для того, чтобы поделиться с вами одной очень интересной и не менее полезной вещью. Сейчас я покажу, что это, а вы попробуйте догадайтесь. Как вы видите, это пластиковая бутылка плоской формы, наполненная какой-то жидкостью. Я думаю, некоторые из вас уже догадались, это химическая солевая грелка. Если честно, раньше я даже не слышал об этом, не знал, как это работает, нашел на просторах интернета и решил попробовать сделать. Сейчас я покажу, как она работает. Нужно приоткрыть трубку и дать доступ воздуха. Вот началась реакция. Закроем пробку обратно. Покажу поближе. Жидкость начала кристаллизироваться. И дает очень сильное тепло. Я замерял уже в домашних условиях. Давала 55-60 градусов. Завораживающее зрелище. Кристаллизируется. Сейчас вторая половина февраля. На улице минус 12, с утра было еще холоднее. А вот эта химическая грелка очень поможет в холодную погоду. И не только рыбакам и охотникам, а в наше сложное военное время она может пригодиться каждому человеку. Ее можно использовать под одеялом для согревания ночью или в спальнике, если для туристов. В общем, применений можно найти множество. С собой я, конечно, не брал ни термометр, но дальше в видео вы сможете увидеть полностью, как я ее сделал, и все тесты, замеры температуры, пропорции веществ, из которых она сделана. Делается очень просто. Здесь всего 2 всем доступных ингредиента. Ну, можно сказать 3, если учитывать воду. Вот, очень тепло. Если засунуть ее в карман куртки, застегнуться, сразу начинается приятное тепло тела. Ну а самое главное, что эта грелка, она многоразовая, ее можно активировать сколько угодно раз. Дальше в видео я покажу, как это делается. Вот с такой муфточкой это вообще полный комфорт. Вот здесь у меня горячая грелочка, руки отогреваются моментально. Так что, как тебе такое, Илон Маск? Кому интересно, смотрите дальше, я буду показывать, как я ее делал в домашних условиях. Вот я уже на кухне и сейчас займусь изготовлением солевой грелки. Не знаю, почему солевой, ведь в ингредиентах соли нет. Мне понадобится лишь сода и уксусная кислота. Также нужна неметаллическая посуда, кухонные весы и мерный кувшин. Уксусная кислота должна быть 70%. Мне удалось найти кислоту 100%, поэтому к 7 частям 100% кислоты я добавлю 3 части воды. А вернее наоборот, как учили на уроках химии, спирт нужно добавлять в воду, а не воду в спирт. Хотя это, наверное, было не на уроках химии.
Пропорции должны быть такими: 500 грамм соды, 510 грамм 70% раствора уксусной кислоты и 100 грамм воды. Емкость должна быть не металлической, для того, чтобы не было дополнительной реакции с металлом. Да, и, конечно, не забываем о технике безопасности. При работе с кислотой обязательно одеваем очки, перчатки и маску. Соду всыпаем медленно, чтобы содержимое не убежало через край посуды. Поэтому, конечно, посуду лучше взять с запасом по объему. Я с трудом успел достать из стола деревянную лопатку, чтобы перемешивать активно пенящееся вещество. Да, перемешивать тоже нужно не металлическим предметом. Первое время нужно находиться рядом и все время помешивать поднимающуюся пену. Долго не мог вспомнить, что мне это напоминает. Я думаю, что многие подумали так же, как и я. Вот нажмите сейчас паузу и напишите в комментариях, на что это похоже. Ну что, написали? Похоже это, ну, просто один в один на молочный коктейль. Так и хочется попробовать. Реакция будет происходить не менее 5 часов, это зависит от температуры окружающей среды. Поэтому, чтобы вытяжка не шумела всю ночь, я отнесу это на верхний этаж. Там, правда, отопление поддерживаю на минимуме, но думаю, за ночь реакция успеет пройти. Вот и утро следующего дня. Узнаете этого чумазого парня? Это мой котяра Найк. Всю ночь где-то гулял, гонял, наверное, соседских котов. Он жил со мной в землянке, помогал бороться с мышами, да и вечером было мне с кем поговорить. Он в лесу стал матерым котом, и теперь дома гроза района. За ночь получился вот такой снежный пирог. Теперь его нужно порезать, уложить в емкость и растопить на медленном огне.
А емкость должна быть эмалированная или еще лучше из жаропрочного стекла. Я взял ковшик с антипригарным покрытием, но это была плохая идея. Содержимое вступило в реакцию и начало прилипать к дну и к стенкам ковшика, что впоследствии повлияло на качество конечного продукта. Раствор уже практически не имеет запаха. Вы видите, как стенки покрываются белым налетом. Это может изменить пропорции, и в итоге грелка не будет давать максимальную температуру. А температура должна быть около 55 градусов. Кристаллов больше не осталось. Я выключаю огонь и буду переливать в пластиковую бутылку. Более подходящей тары я не придумал. Если у вас есть мысли, что еще можно использовать в качестве емкости для грелки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Получившаяся субстанция очень нестабильна. Возможно, это из-за взаимодействия с металлом ковшика, в котором я ее нагревал. Поэтому используйте эмалированную посуду. Очень активно пенится, немного пролилось на стол. Сейчас уберу из бутылки воздух. Горячая. Сильно прилипло к столу, довольно сложно вытирается. Нужно помочить водой, это вещество растворяется в воде. Я решил, что пробка не плотно закрыта, потому что воздух снова появился в бутылке. Но на самом деле это газы выделяются вследствие реакции, которая по каким-то причинам все никак не заканчивается. А пока бутылка горячая, я хочу придать ей более плоскую форму, чтобы она удобнее помещалась во внутренний карман куртки. Реакция в бутылке продолжается, и нужно периодически стравливать скопившиеся газы. Скорее всего, это произошло из-за взаимодействия
с антипригарным покрытием ковшика. Сам того не подозревая, я сделал очень долгоиграющую грелку. Она была в пограничном состоянии, и то частично кристаллизировалась, то снова становилась жидкой. Температура менялась от 50 до 60 градусов и продолжалась около суток. В итоге я подкорректировал количество воды путем выпаривания на огне и добился нужной концентрации. И все заработало так, как нужно. Спустя сутки реакция закончилась, и жидкость полностью кристаллизировалась. Я разрезал бутылку и растопил снег уже в эмалированной посуде. И перелил в новую тару. Газы уже не выделяются, и жидкость стабильная. И теперь ее нужно активировать. Я попытался с помощью удара вызвать кристаллизацию и нагрев, но безуспешно. Теперь попробую открутить пробку и дать доступ воздуха. Ну вот, на этот раз получилось, кристаллизация началась. Горелка начинает нагреваться. Необычное зрелище. Ну и теперь мы можем активировать горелку именно тогда, когда нам нужно. На ощупь тепло около 50 градусов. Вещество внутри полностью не затвердело, оно гелевой консистенции, и можно придавать нужную форму бутылки. Сейчас замеряю точную температуру. На термометре около 20 градусов. Помещу его внутрь бутылки. Температура стремительно растет и достигла 55 градусов. Приятное тепло, как раз на грани, и не обжигает, и достаточно горячее. Теперь дождусь полного остывания и буду переводить грелку в жидкое состояние, чтобы можно было ее использовать повторно.
Все готово, полностью жидкая субстанция. Выпущу воздух, придам нужную форму. Грелка снова готова к работе. Пользуйтесь. Спасибо за просмотр. Не забудьте написать комментарий. Всем мирного неба. До встречи в следующих видео. Пока.